Сегодня мы приехали в усадьбу, где была потом больница. Главный вход. Достаточно жуткий коридор. Как будто здесь помимо нас еще кто-то есть. Есть кто дома? А потом, наверное, с тобой разойдемся и проверим поодиночке. У тебя есть такое ощущение какого-то спокойствия, бля? Тогда от туберкулеза просто погибали люди пачками. Слышал? Да, что-то было. Так, друзья, сейчас мы находимся на втором этаже. Мы с Тимофеем решили все-таки разделиться. Он возьмет на себя весь первый этаж, а я возьму на себя второй и третий. Да, мы разделимся, потому что есть небольшие подозрения насчет того, что, возможно, это происходит, когда мы разделяемся, когда мы вдвоем не ходим. Да. Потому что мы замечали такое, то, что когда мы расходимся, совсем по-другому ощущаем на себе атмосферу этого места. Вот скажу вам, друзья, честно, сейчас Тимофей ушел от меня, мне стало прям вообще не по себе. Хотя я сюда хожу один, но вот в этом месте мне прям как-то совершенно не по себе. Как видите, друзья, полы уже все сняли. Поэтому приходится скакать по этим брускам. Так, ну сюда заходить смысла нет, тут ничего такого. Еще, друзья, я приобрел для себя новый прибор. Это измеритель электромагнитного поля. Вот вверху находится табло, на котором написан 0. Если здесь есть, допустим, какая-то сущность, а это, во-первых, любая сущность, призрак, что угодно, отражает электромагнитное поле. То есть я человек, я тоже его отражаю. Но только если поднесу прям совсем близко к себе. И если я пройду и на приборе покажутся какие-то цифры, то, скорее всего, я прошел через какое-то пятно с электромагнитным излучением. То есть это может быть призрак или что-то подобное. Но сейчас пока что на экране 0. Есть кто дома? Если есть, дай знак. Так, здесь, друзья, пока тихо. Давайте пройдемся еще по другим помещениям. Здесь я что-то слышал. Кто здесь? Слышал скрежет.
Тим, Да, я слушаю. у тебя там что, спокойно? Ну, слушай, знаешь, как тебе сказать? Все-таки, когда мы разошлись, я стал побольше замечать чьи-то изменения. Стараюсь шагать бесшумно. А ты сейчас где находишься? Как далеко от меня? Я вот, короче, на том месте, где мы с тобой разошлись. Я слышал, где ты ходил, поэтому пошел в левое крыло, если как вниз спускаться. Просто у меня здесь, короче, какой-то ненормальный был скрежет. Вот здесь что-то похожее, но не такой, чтобы скрежет. Постоянно что-то то стукнет, то скрипнет. Даже пару ударов слышно, но это опять же не вода. Но у меня вроде пока это затихло все. Тогда если что, на связи. Да, давай на связи. Будешь что? Выходи на связь сразу. Все принял. Так, друзья, давайте поднимемся на 3-й этаж. Посмотрим, что там еще у нас. Друзья, честно говоря, у меня прям мандраж какой-то дикий начался. И стало прям жутко холодно. Реально. Есть кто? Блядь, что за звук? Друзья, это лютое место. Я думаю, то, что я отправил сюда с Тимофеем, это заслуживает вашего лайка. Жестко. Так, давайте включим прибор, посмотрим еще с ним. Есть кто дома? Не знаю, друзья, может быть, нужно где-то его оставить было бы и проверить это
как он будет работать в мое отсутствие. Ладно. Что ж, друзья, спускаемся на второй этаж. Затем на первый встречаемся с Тимофеем. Что за звуки? Тим, ты сейчас где? Я вижу, ты наверху ходишь, у меня, короче, фонарь сел, то есть в темноте поменять батарейку, ну, аккумулятор. Я понял, ну короче, я спускаюсь так к тебе на первый. Давай, жду. Что, поменял? Что у тебя что-нибудь? Наверху ходишь, тут звук раздается вот оттуда, и у меня выключается фонарь. Садится аккумулятор. Когда оттуда? Да. Не сверху. С прохода. Да. А где у нас спуск в подвал? Подвал там. Что, пойдем в подвал сходим? Пойдем, может быть, я думаю, оттуда звуки идут. У меня, короче, Здесь раздается все, здесь трудно понять, откуда звук идет вообще в целом. да, я не понимаю, может быть, это ты какой-то звук издал, то ли я. Ну, короче, Ну, я старался аккуратно ходить, я даже не цеплялся ни стекло, да я тоже. Но просто пока я, короче, там был, вот особенно на третьем этаже, на втором, короче, у меня какой-то скрип был непонятный, когда я связался с тобой. А вот на третьем этаже там вообще были звуки похожие, короче, на шаги. Как будто кто-то прошелся, прям 2 шага сделал. Шаги у меня вот здесь вот тоже что-то подобное было. Ты, надеюсь, это не в то же время был, когда мы ходили? Вот это я не знаю. Ну, шаги были у меня на этаже, я, то есть слышал бы, если бы они были еще ниже. Я сделал, кстати, я выключил фонарь Угу. и спрашивал в темноте, здесь есть кто-нибудь или нет, и чтобы он проявил себя. Ага. И после этого вот здесь вот как будто бы бег был. Ну, не как будто бы, а бег. Короче, не знаю, загадочное место очень. Нам надо посмотреть, потом посмотрим материал. Да, да, да. Возможно. Что, спускаемся в подвал? Да, давай. Единственный момент, который мы здесь не были. Вот такой вот, друзья, подвал. Не очень большое помещение. Но, кстати, вполне могло служить как морг. Ну, хотя есть один вариант. Если это не морг, Ну, если не морг, то, скорее всего, кладовка.
Ну да, вот есть еще какие-то крючки. Ну, странно, если кладовка, то зачем крючки под одежду? Вот это, кстати, подозрительно, да. Ладно, поднимаемся наверх. Ну что ж, друзья, на сегодня у нас все. Мы покидаем это жуткую, точнее, эту больницу. В итоге хочем сказать, что мы вот так посоветовались, что действительно здесь что-то есть. Здесь были такие моменты, что не поверить в то, что здесь ничего нет, но это было бы просто глупо. Да, с одной стороны, это как-то казалось необычно, или обычно даже, может быть, показаться на первый взгляд, но когда я, например, на своем канале цеплялся за такие моменты, всегда получалось что-то из этого сделать. Усилить ли сущность там, но это уже, ты еще таким не занимался, да? У тебя не было прям лютой жести, чтобы появилось. Я больше хожу, просто вот изучаю места так вот. Вот таким образом, как вот мы сегодня прошлись. Место атмосферное, сильное, жуткое, очень понравилось. Спасибо большое, что пригласил меня сюда. Отличное место. Я думаю, не последний раз еще. Да, если вдруг, конечно, то хорошо бы вернуться сюда еще как-то. Если Все вдруг- по возможности. Да, место отличное. В итоге, друзья, мы оба считаем, что здесь все-таки что-то есть. И полный разбор того, что мы здесь сняли, всего материала вы увидите в конце этого видео. С вами был Тимофей Данишевский с канала «Мистическая корпорация». Ну, а меня зовут Александр Кошкин, это проект «Сверхъестественное». Друзья, вы посмотрели последний и заключительный выпуск с этой жуткой заброшенной больницы, где мы побывали с Тимофеем Данишевским с канала «Мистическая корпорация». Давайте проведем разбор всех самых странных моментов на этой жуткой локации. Итак, первый момент. Здесь отчетливо слышно, как на радиоприемник попадает чей-то голос. Все сводится к тому, что приемник уловил не что иное, как паранормальное. С нами кто-то пытался вступить в контакт. Это можно заметить по очень сильным перебоям на волне. Какая-то сущность пыталась пробиться сквозь эти волны и нам что-то сказать. И скорее всего у нее это получилось. Сразу следом идет второй момент. Если прислушаться, то можно услышать, как в записи диктофона говорят большое количество голосов. Как будто это большое помещение, где разговаривают много людей между собой. Соответственно, вывод у меня только один. Через диктофон с нами тоже пытались вступить в контакт. Возможно, одна и та же сущность. А возможно, мы записали голоса тех людей, которые здесь когда-то были пациентами и умерли в этой больнице. Двигаемся дальше. Второй момент. Друзья, камера записала какой-то непонятный стук. Но, скорее всего, это капала вода откуда-то сверху, и поэтому издавались такие необъяснимые звуки. Третий момент. Друзья, спускаясь с лестницы, я снова услышал похожие на предыдущие какие-то непонятные стуки. Но, скорее всего, это те же самые, потому что они были в одном и том же месте. Четвертый и заключительный момент. Если присмотреться, то в проходе впереди меня можно увидеть странную тень, похожую на человеческий силуэт. Это не может быть тень от меня или тень от моего фонаря, потому что, во-первых, она белая. Во-вторых, с движением моего фонаря она совершенно не меняется. Соответственно, я делаю вывод, что 100%, что это не что иное, как что-то сверхъестественное. Это какой-то призрак или фантом, или что-то подобное. Но вы, друзья, можете писать мне свое мнение в комментариях, как вы считаете, что это может быть. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Александр Кошкин, это проект «Сверхъестественное».
Не забудьте перейти на канал Тимофея Данишевского «Мистическая корпорация». У Тимофея должен был выйти выпуск от его лица. А также, кто не видел мой первый выпуск с этой страшной локацией, смотрите предыдущее видео. Ну а на сегодня у меня все. Всем удачи, всем пока.